Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Мы живем в обществе и каждый день общаемся с разными людьми. Очень важно научиться понимать подсознательное отношение окружающих к себе. И это гораздо правдивее слов, которые они нам говорят. Кроме того, благодаря таким знаниям можно и самой научиться влиять на других людей и их восприятие. Ведь мозг– это орган, которым можно манипулировать для своей выгоды всевозможными способами. Предлагаю несколько гениальных психологических трюков, чтобы вы могли лучше распознать и принимать сигналы от других людей. Это поможет вам не только узнать что-то новое и интересное для себя, но и выручит в трудных жизненных ситуациях. Итак, список умных, простых и мудрых советов на все случаи жизни. Трюк при знакомстве. Когда вы впервые встречаетесь с человеком, при знакомстве попробуйте распознать цвет его глаз, обязательно при этом улыбаясь. Наградите его долгим и глубоким взглядом. Может быть потому, что такое действие происходит на 1 секунду дольше, чем обычно. Люди реагируют с особым энтузиазмом на это, и вы моментально получите к себе расположение. Техника для получения желаемого. Люди, как правило, всегда будут выполнять ваши просьбы или поставленные вами задачи с достаточной охотой, если вы для начала попросите их о чем-то незначительном. Попробуйте, это действительно работает. Еще одна техника для получения желаемого. Попросите человека сделать невозможную или очень тяжелую работу за вас, и он, вероятно, скажет вам «нет». Затем попросите его сделать то, что вы действительно хотели. И он наверняка скажет «да» из-за того, что ему будет неудобно из-за последнего негативного ответа на вашу просьбу. Психология взаимоподдержки. Если вы убедите человека оказать вам небольшую услугу, то впоследствии он окажется в состоянии когнитивного диссонанса, и его отношение к вам будет строиться по обратной логике. Проще говоря, он незаметно для себя решит, что действительно хорошо относится к вам и считает замечательным человеком. И именно по этой причине он и сделал то, что сделал. В этом и вся хитрость, которая позволит вам ненавязчиво снискать к себе расположение. Как получить конкретный ответ на вопрос? Если человек отвечает грубо или дает лишь частичный ответ на вопрос, ни в коем случае не перебивайте его. Просто подождите несколько секунд молча и продолжайте смотреть ему в глаза. После такой вашей реакции он, вероятно, продолжит говорить, ответить на ваши вопросы и, конечно же, по достоинству оценит этот жест. Как быстро успокоиться в стрессовой ситуации? Если вы, например, собираетесь выступить с речью перед большой аудиторией, пожуйте на какое-то время жевательную резинку. Как выяснилось, наш мозг чувствует себя совершенно спокойным и сосредоточенным, пока мы жуем жвачку. Теперь такой простой психологический трюк на уровне физиологии в вашем распоряжении. Секрет для хорошего понимания и запоминания информации. Когда вы учите что-то, попробуйте объяснить новый изученный материал своей подруге или любому члену семьи. Если вам удастся сделать это правильно и доступно, это будет означать, что произошли хорошие изменения в осознании материала. И когда вы будете рассказывать его, вы сами начнете его лучше понимать, и весь объем информации надежно закрепится в вашей памяти. Всегда помните, что люди могут забыть о том, что вы сказали, но они никогда не забудут то, что вы заставили их почувствовать. Это очень важно учитывать в любых взаимоотношениях. Правильный стиль общения со вспыльчивыми и нервными людьми. Если кто-то кричит на вас, всегда при любых обстоятельствах оставайтесь спокойной. Психологами доказано, что существует огромная вероятность того, что тогда человек сразу же поймет, как глупо он выглядит со стороны. Возможно, даже начнет волноваться еще больше,
но обязательно извиниться за свое поведение. Как произвести впечатление и получить расположение к себе? Если вы хотите быстро произвести впечатление на человека, в которого влюблены, или по-настоящему сблизиться с друзьями или коллегами, пригласите их в захватывающее место, например, в парк развлечений, где можно получить изрядную дозу адреналина. Их сердца будут учащенно биться, и они будут чувствовать нереальное возбуждение от всего этого. В результате в их подсознании отложится информация о том, сколько удовольствия они испытали вместе с вами и благодаря вам. Поэтому при следующей же встрече они будут безумно рады вас видеть. Как казаться более уверенной? Хороший способ для быстрого приобретения уверенности в себе – это перед тем, как войти в комнату, представить, что все, кто в ней находится, очень любят вас. Подключите все свое воображение и всей душой поверьте в это. И когда вы войдете, все, кто находится в комнате, увидят перед собой спокойного и уверенного, а не перепуганного человека. Трюк для запоминания имен. Если у вас постоянно возникают проблемы с запоминанием новых имен, вот вам одна действующая хитрость. Когда кто-то только что представился, скажите ему «приятно с вами познакомиться» и повторите его имя. Когда вы повторяете имя, это помогает надежно сохранить его в памяти. Кроме того, подобное обращение понравится любому человеку, потому что самый приятный звук для каждого из нас – это звук нашего собственного имени. Совет для родителей. Всегда давайте вашим детям право выбора. Это позволит им чувствовать, что они тоже участвуют в принятии решений, и ребенок научится быть более самостоятельным и ответственным. Значение прикосновений. Люди очень хорошо осознают свои действия, когда прикасаются к кому-либо. Поэтому, если кто-то случайно во время общения до вас дотронулся, я вас уверяю, он прекрасно знал, что делает. Так что дальше можете сами делать определенные выводы. Скорее всего, кто-то очень хочет вам понравиться. Отношения с начальством. Хотите подружиться со своим боссом? Приготовьте ему кофе и поболтайте с ним, пока он будет пить его. Горячий напиток заставит его почувствовать, что вы тоже представляете собой хорошего и уютного человека. Эта хитрость на уровне ассоциаций обязательно поможет вам стать немножко ближе к своему руководителю. Хотите заработать высокую оценку и признательность? Хвалите и говорите только хорошие слова о том человеке, вещи или ситуации, которыми восхищаются ваши друзья, родные и близкие. Когда вы сделаете это, другой человек приложит все усилия для того, чтобы сделать и для вас что-то приятное. Польза небольшого сожаления. Это хороший совет для продавцов, но он может пригодиться не только им. Когда вы продаете или отдаете что-то кому-либо, выразите небольшое сожаление. Мол, какая-то хорошая вещь, прям даже немного жалко с ней расставаться. Это покажет другому человеку, что вы в восторге от этого предмета, и он начнет чувствовать себя по-настоящему счастливым обладателем и переймет ваш энтузиазм, а вы, возможно, даже получите его доверие. Как стать более убедительной? Если мы говорим достаточно быстро, это может реально помочь нам донести до собеседника то, что мы хотим ему сказать. И этот человек на самом деле поверит в это. Тот, кто говорит быстро, кажется нам всегда умнее, и создается впечатление, будто он действительно знает, о чем говорит. Как войти в доверие? Во время общения настройте себя на человека, находящегося перед вами, чтобы развить в нем эмпатию. Люди любят видеть себя везде. Так дайте же им это зеркало. Научитесь копировать позу, жесты и манеру общения собеседника, и он почувствует вас своим.
Только не переусердствуйте. Тогда все, с кем вы общаетесь, бессознательно полюбят вас и начнут доверять вам еще больше. Чтобы не обидеть человека. Если вы хотите указать кому-нибудь на его недочеты, но не хотите, чтобы он обиделся и вообще отказался идти вам навстречу, формулируйте предложение в страдательном залоге. Вместо «вы не организовали встречу» говорите «встреча не была организована». Психологические трюки на все случаи жизни часто бывают просты, но они реально работают. Надеюсь, эти хитрости помогут вам лучше понять себя и свое окружение. Развивайтесь и никогда не останавливайтесь на достигнутом. У вас все получится. Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях и подписаться на мой телеграм-канал. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!